Тепло приветствую вас под этим небом и солнцем, дорогие мои друзья. Продолжаем прохождение Morrowind, Tamriel Rebuild. Я сэр Холмс, нахожусь в святилище Азуры, в коем завершил недавно квест. Вот если что, на трупе этой Деэдра ничего не было. И она куда-то уже испарилась. Вот, задача выбраться сюда и телепортироваться в Альмастир. У меня есть заклинание возврата. И у меня там в моем логовище меточка как раз стоит. Вот, но надо сначала мне вернуться за моими штуками, за моим снаряжением, которое я выложил, прежде чем сюда отправляться. Каждый раз в этом святилище запутываюсь. Да, я теперь не могу назвать это место своим домом, потому что оно стало совсем уж пустынным. Не осталось ни призраков, ни Деэдры-хранительницы. Вот, ну, в принципе, я думаю, вы уже тут все видели. Все вот эти вот проплывы. И все эти... Ну, в принципе, давайте еще раз вместе преодолеем этот путь. Я думаю, сразу кастануть дыхание под водой. Потому что там все-таки плыть довольно далеко. И вперед. Тут я уже все, что можно, осмотрел. Так что останавливаться, задерживаться не будем. Логовище Лича будет по левую руку. Да, 5 черепов. Такой сундук привлекательный. Каждый раз хочется в него залезть, но там всего лишь 5 черепов. Да, с эбонитовым щитом, по идее, плавать тяжело. Да? Ничего, сдюжу. Сила наживы, жажды наживы, она мощнее. Да, у меня, кстати, кончилась мана совершенно. О! Древское отродье. Ну все, вот я и здесь. Осталось все это нацепить на себя. Итак. Чем я хочу воспользоваться? У меня вроде бы свиток даже был возврата. Да, вот. Воспользуюсь им. Как еще раз? Ликстеп. У меня есть еще и амулет. Нет, у меня амулет метки. И вот я в Альмастире. Вот здесь. Был здесь. Так. И вот беда. Я теперь наверняка это все унести не смогу. Мне по меньшей мере надо вот... Ну, хотя нет, я могу это дальше с собой унести. А вот эти вещи, в принципе, можно оставить и здесь. В моей нычке. Как и всю вот эту скуму. Да, пусть будет так пока что. По времени у нас 9 утра. И... Я хочу посмотреть, изменится ли что-то в отношении квеста. Про рабов что-нибудь мне скажет этот? Рабовладелец, работорговец. Холмс, где ты был? Двое моих рабов сбежали. Я думаю, что они могли быть двумя шпионами под прикрытием. Я собираюсь вернуть остальных в дом Эндарил. Просто на всякий случай. Любой из них может быть шпионом под прикрытием. Двое рабов сбежали, Холмс. Дом Хлалу, должно быть, пытается разрушить мой бизнес. Где оба этих шпиона? Или только один, или никто из них? Небезопасно продавать
любых из этого списка. Поэтому я верну всех в дом Эндарил. Они предлагают награды, но сумма будет намного меньше, чем я мог бы получить, продавая этих рабов. Это все равно лучше, чем попасть под этот заговор, как бы то ни было. Да, понятно. Ну, я рад избавиться от этой шпионской проблемы, хоть ты мне и пользы не приносит, чужестранец. Да, понятно. Ну, я надеюсь, с вами там не будут слишком жестко обращаться, друзья. Так, что еще я хотел тут? Вернуться проведать Ларису. Ну, еще продать парочку вещиц. Оказывается, здесь нет. Может, она навсегда пропала из этого мира. Может быть, она телепортировалась куда-то еще. Я предполагаю, что это было вмешательство Алимсиви. Возможно, есть какое-то более близкое место к ведическим руинам. Со святилищем храма. Может, она попала туда. Но я думаю, не столь важно. Квест все равно завершен. И все, я отправляюсь в Роадир. До него не так уж далеко. Да, я приобрел парочку зелий восстановления магии, самых обычных. Надо как-то прокачивать же ману, свою магию там. Даже не хочу это брать. Это что это такое? Подношения какие-то, что ли? Ничего, выглядит, как будто кто-то тут на привал останавливался. Так, я теперь на землях дома Эндарил, кстати. Никого, ладно. Дарун Аль-Мастир. Рилсуан. Но Рилсуан уже в не готовых еще землях. Аль-Малексия, Роадир, Атренсис. Роадир. Вообще, в нем в самом у меня дел нет как таковых. Но, помнится, кто-то говорил, что из квестодателей, что вроде бы кто-то из какой-то бандит, что ли, скрывается где-то рядом с этим городом. Ну и раз уж я. Да, привет. На рыбака похож. Приветствую, незнакомец. Я на самом деле рыбак, но в свободное время я переправляю случайных посетителей в Роадир по воде. Просто брось мне монетку. Ладно. Ну, я, наверное, сам дойду или что? Или тут нет переправы? Рассказывай. Ничего нового. Вообще ничего нового. Это, похоже, его лодка, да? Ну, вообще, да, тут не похоже, что есть с этой стороны дорога к городу. Ну, ладненько, давай. Удиви меня. Вот, смотри, куда ты аж
сердце города меня приплыл меня. Тут миленько довольно. Так, я хочу все делать последовательно. Ну, давай-ка поговорю с тобой. Может, ты мне что расскажешь про этот город? Я тут впервые. Вот кто тут крабовым мясом лакомился. Outlander, what do you want? Почему ты в Роадире, агент? Это порт дома Индарил на реке Тир. Только божественный город может гадость сети. Ну, наверное, имеется в виду город богини Аль-Малексии, столица. Может посоперничать в красоте его каналов и мостов. Я обычнер. Слухи. Я слышал шепотки по поводу того, что что-то происходит в гавани. И Веши Дрилор, один из меров, выглядит очень взволнованным. У приключенцев проблемы с нахождением хорошего снаряжения в землях Индарил. Оно зарезервировано для индарильцев в большинстве. Местные торговцы продают товары. Что-то там, в общем, проблемы с торговлей, поселения и торговые дома предлагают всякие товары, местные производства, может быть, что-то там. Путешествующие торговцы, лучшие варианты храмы. Окей. Дом Индарил все еще держит под контролем эти земли и... Ну, точнее, он предъявляет права на контроль этими землями, хотя их никто не контролирует с времен перемирия. По факту, старейшины Индарил все еще требуют правления над их широкими территориями, распространяющимися на территории других домов. Не могу говорить за старейших Индарил, но все остальные знают, что их требования не имеют никакого веса. Что заставит их двигаться дальше? Местная зона. Роадир в большинстве своем расположен на Тире, из которого контролирует восточный берег Антирина. Так, там где начинается Тир, на запад лежит Альмастир, да, это я знаю. И там, где Тир впадает в внутреннее море, Старый Бенгард, да, деревня Дандрил и Пхул по дороге туда. Долина Аретан. Дом Индарил лежит на восток, через горы. Озеро Андарам лежит на юге. Она еще не проработана. Местная экономика. Роадир регулирует поток товаров через подконтрольный Индарилу Антирин. Собирает продукцию, товары из окружающих вилатийских поселений. Так же, как и торговля, проходящая через Тир, и что-то там, поставки бывших элементов каких-то, которые они могут сами производить и охранять. Что-то там, короче, про торговлю. Оно формирует самую западную часть большей сети Индарил и соединяет реку Индарил с другими местами. Ну, что-то такое, окей. Так.
Лор Моровинда, это мы все знаем. Услуги. В Раадире не так уж много услуг. Ты можешь поискать счастье в гавани, где высокие меры регулируют торговлю. И также ты можешь вести дела с ними напрямую. Или с какими-нибудь проезжающими торговцами мимо. Более удачное решение — это пройти по пути Велота. Дорога на юг отсюда. Храм. Альмастир, в общем. Там побольше сервисов. Да, я как раз таки оттуда. Кто-то конкретный. Лорд Роадира — это Индарил Ильви, который здесь резидентствует. На западе, на востоке. Его Стюарт, Альтмер Дирания. Ну, она заведует всякими ежедневными делами с посетителями. Она в пересечении ламп каких-то в центре часовни. Его 3 сына — это Индарил Галвор, Индарил Ларен и Индарил Данвас. И его жена Индарил Тавило. Тавилу. Окей, и места. Вход в Роадир находится на северо-западе. Он ведет к центральному административному зданию пересечения ламп. На запад лежит святилище со священниками, собственно, на юг гавань. На восток резиденция Индарила Ильви со всеми его местными обитателями. На север лежит остров, где посетители Индарил держат совет. Вы знаете, мне кажется, что про это семейство говорили что-то ребята в Халаане. Возможно, здесь я найду продолжение этого квеста даже. Так. Я вижу, что здесь я, в принципе, все исследовал. В этом закутке. И думаю, я двинусь в гавань, раз уж тут слухи ходят, что там что-то, какая-то движуха. Так. Холл черной руки. С ловушкой. Гавань куда-то в эту сторону. Ну, куча там рабов тусит. Вообще много там народу что-то толпится. Какой-то пост. Ну, я думаю, потом туда зайду. Прикольная униформа. Она, видимо, стражница Индарил. Ну, почти. Spell Sword. Слухи те же самые. И здесь все то же самое. Местность. Все то же самое. Даже здесь то же самое. Да. От нее я ничего нового не узнаю. Здесь видим парочку рыбаков, рыбацкие лодочки. Какой-то обычнер идет. Там, кстати, какое-то поселение еще. Но оно, вероятно, недоделанное пока что. Туда я не пойду. Холл высоких людей. Ну, что расскажешь? Обычнер. Так, я уже забыл, как там звали
Надо было просто посмотреть. Рада встрече, Холмс. Меня зовут Веши Дрилор, и я служу домой Дрил как Толмер. Ну, это, видимо, какая-то должность, да? Пожалуйста, пусть твои вопросы будут краткими. Руандир — это важный порт, и мои обязанности держат меня очень занятой. Что, продашь мне? 500 монет у нее есть. Я все, в принципе, продал уже, что надо было продать. Ничего уже не осталось. Так что ладно. Зелье восполнения маны у нее, к сожалению, нет. Есть только укрепление. Ингредиенты. Золото дурака. Поддельное золото. Быстрое плавание. Укрепить только есть. Да, печально. Я слышала, что торговец Хлаулу был найден мертвым в Алмастире. Я там был, ничего такого не слышал. Может быть, не нашел его просто. У нас тут довольно большой поток всяких кораблей. Ходят вверх по реке через Альмастир. С тех пор, как я отслеживаю трафик, я очень занята. Слишком занята, чтобы болтать. Ну, разве что, если у тебя нет конкретного ко мне дела. Хорошо. Я всего лишь скромный путешествующий торговец. Я засел на рынке. Ткань. Камни душно. Скромненько, да. Слушай, кто ты там говорил, волнуется? Веши Дрилор. Не она это была? Она. Слушай, так а чё у тебя за дела-то, ну? А может, надо не с ней говорить, а? Что не так-то? Латийская башня на запад от Старого Венгарда. Даже не знаю. Ну, может, кто-нибудь здесь мне что-нибудь еще расскажет? Дальночешуйчатый. Оставь этого бедного органианца в покое. Я должен делать свою работу, пока меня не побили тут мои хозяева. Я надсмотрщик здесь. Ну да, она чем-то взволнована, но она не говорит со мной о предмете своего волнения. Что на корабле? Тут святилище импровизированное. Я моряк. Ждущий ночи. Нет способа сбежать от индарильцев. У них ключи, у них стражи, и это их земля. Ну вот и я о том же думаю. Сложно отсюда сбежать. Тален Эй. Надо найти ключ. Но если б я был ключом, я бы находился где-то у капитана. В каюте.
Они что, транспортируют стеклянные бутылки? Go ahead, Outlander. Speak. Да, это я все слышал. Полезли. Эдра, да, эдра. Что это? Серебряные дубины, 8 штук, нормально. Пепельный батат. Пойло дешевое. А ключа-то не видать. Может быть, невнимательно смотрю, но... Я не слишком-то замотивирован его находить на самом деле. Рабов слишком много, чтобы освободить их всех. Кого-то может и не удастся вовсе. Ну, возможно, что-то в офисе скажут по этому поводу. Где-то здесь. Привет. Альтмерки тоже симпатично. А ты еще и рабыня. Нет побега из крепости Индарил. How interesting. A tourist. Да, альтмеры в рабстве довольно часто попадаются здесь. Что удивительно. Ну, это место напоминает мне склад контрабанды в Альмастире. Возможно. Потоки товаров. Записи окрестных деревень. Поселение Дарил. Ух ты. Серебряный слиток довольно дорогой. Да, у них рабы тут работают. My time is precious, so make it quick. Расположение. Так, расчеты. Интерпретации. Поселение. То, что ожидается от них получить взамен. Что-то такое. Журнал посещающих кораблей. Подданная дома, да? Ну, она тоже говорит только что, слышала о каких-то волнениях, нахлынувших на нашу коллегу, но ничего более. Давай, ну. Окей, что мы здесь имеем? Пока что все довольно стандартно. Знаете, мне, наверное, пожалуй, даже не стоит себя озадачивать впредь сбором товаров на продажу. Ну, самовар, смотрите. Потому что я и так уже слишком богат. Хороший, кстати, меч. Ну, хотя нет, он двуручный. Для двуручника это слабенький урон.
В общем, ничего интересного. Можно было сюда даже и не забираться. Можно еще сюда завалиться. Куча бутылок. Ну-ка, ну-ка. Ничего полезного. О, нормальный набор доспехов. Вот если б я был новичком и голым совсем, то это бы мне пригодилось. Давай вот это возьмем. Звездный глаз. Он кайфовый. О. Сапфир, две морские монеты, амулет тишины. Вот это вот полезно. Огненный атронах. Да, возьму. Пожалуй, возьму. Две морские монетки. Давай тоже сюда. Это оставлю. Костяная броня. Барабан. Железный слиток. Тут у нас сапфировый амулет. Не, все-таки я не могу удержаться, чтобы перестать воровать. Повредить ману есть. Восстановить маны нет. Печально. Окей, тут ничего интересного. Сюда теперь. Что у нас тут? Пост. Какой-то пост. Классная шляпа. Так, я... аристократка и... Кридмен. Человек кредо. Дома дарил мой клан. Сорви скромный и занял свое место у очага дома Индарил. Я в текущий момент путешествую и учусь, чтобы получить знания и опыт, чтобы стать истинным членом знати Индарил. Настоящий Индарил, члены клана Индарил. Независимо от их рождения, их брака, индивидуальных и клановых черт. Они несут имя клана Индарил и никакого другого. Потому что Индарил самые лучшие. Те, кто носят имя Индарил, это... те, кто не носят Индарил, это слуги, в общем. Чернь. И вот с ней как раз много о чем можно поговорить. Ну нет, не так уж много на самом деле. Ну, тут то же самое, тем не менее. Давай сначала вниз сложу. Вот с этим можно много о чем поговорить. Но ни о чем новом. К сожалению. Неплохо. Красиво. Но это еще такую небольшую часть Индарил, по сути, исследовал.
Южный берег. Южный берег исследован. Что у нас тут? Какой колоритный персонаж, смотрите. Надоедливые чужестранцы. Почему ты меня беспокоишь? Я спрашиваю себя, почему? Нравишься ли ты мне в достаточной степени, чтобы говорить с тобой? Ладно, ладно. Чё ты такой злой? Не будем давай говорить тогда. Больно надо. Все равно ты ничего нового тоже не скажешь по-любому. Так, это я куда пришел? Зал правосудия, давай. Бывал я уже в одном зале правосудия. Там было больно. Возможно, он как-то пересекается с Холландским. Ну что у тебя с прической? Ничего себе. Вот такой головной агент. Головной убор. Священник. Только для членов дома Индарил. Ну ладно. Окей. Тоже подношения какие-то, похоже. Такая терраса. Красивый закат. Еще святилище. О, даэдрический щит, стеклянный меч, ничего себе. Еще один балкон, да, красивые лампы. Наверное, скоро зажгутся. Что, загораживаешь? Мне все приходится по кроватям ходить. Как попасть на этот мост? А. Я зато попал на этот мост. А тут у нас... Опять же, холл черной руки. Я ассасин. Морактонг, понятно. И обучает соответствующим навыкам. Ну, понятно, что это за место тогда. Наверное, надоедливый, да? Ко всем пристают. Наверное, надо быть менее, действительно, назойливым. Можно спуститься сюда. Ну, вот действительно, как будто... судебное такое здание. Тут... Вот этого парня Паралора уже получал в том храме проклятом. Благословление. Сюда не пройти. Ладно. Ну, в общем-то, я тут особо и не стремлюсь что-то так сильно изучать. Вот, если надо будет, потом сюда ворвусь. Атлетику прокачал. Редкое явление в наши дни. Так. Куда я приду этими путями? Мне кажется, это какое-то одно из главных зданий. Да, посещение ламп. Главное административное здание, так сказать. Ого. Интересно.
А, вот, это правая рука лорда Дирания. Приветствую, чужестранец. Я Дирания. Стюарт, Мутерсила, Индарила, Ильви. Мутерсил еще один. Ладно, еще одно обращение уважительное видео. По поводу поддержания закона и правосудия и прочих других вещей. Если тебе интересно, мы ищем наемника, чужестранца вроде тебя, чтобы провести расследование. Сювит Тонг. Сювит Тонг это... Или Сивит, наверное, правильнее. Это гильдия, которая оперирует в окрестностях Хула. И у них дурная слава грабителей, наверное, чужестранцев, на вроде тебя. Из-за их необычного, наверное, таланта к мошенничеству и меркантилизму, так же, как и определенное количество слухов, что сделало их путь к часовне, лорд Ильви подозревает, что Тонг, возможно, имеет какие-то секретные связи с домом Хлалу. Если эти подозрения верны, Сиви и Тонг могут представлять серьезную угрозу нашей гегемонии над Восточным Арантирином. Лорд Ильви ищет кого-то, кто бы смог отправиться в Хул, чтобы разоблачить и, возможно, освидетельствовать связь между Сиви и Тонг и домом Хлалу. Теперь мы не можем быть готовыми, видимо. Наверное, можно сказать, что не можем справиться своими силами. Ну, или если бы мы попытались это сделать своими силами, они бы были очень слишком подозрительными. Так как ты чужестранец, никто не заподозрит, что ты работаешь на дом Индарил. Но члены Сиви и Тонг, возможно, будут менее подозрительны в отношении тебя. Так что ты скажешь? Думаешь, справишься с такой задачкой? Да, интересно. Замечательно. Ты, возможно, сможешь найти их лидеров, поговорив с местными в Хуле по поводу слухов о Сиви и Тонг. Это может также оказаться хорошей идеей, начав поиски с тех, кто не на хороших ладах с Тонг, такие как другие чужестранцы или члены храма. Если ты не найдешь никаких доказательств коллаборации Тонг и Хлалу, ты, возможно, по крайней мере, должен доложить о преступлениях, которые, возможно, их члены совершают. О, ну вот и задачка подвернулась. Посвятила себя дому Индарил в ранние годы еще. Короче, мне нравится Индарил. В связи с моими предками что-то там. Сохраняю их для себя. Индарил или это уважает. Много чужестранцев. Бла-бла-бла. Слухи. Тоже про волнение в гавани. Так, есть несколько слухов, что они добрались и до Роадира. А, нет. Которые добрались до Роадира. Самые такие шепотки, что там у них, в общем, какой-то заговор. Ничего конкретного, конечно же, поэтому я тебя туда и посылаю, Холмс. Мы хотим убедиться, что эти слухи нам не повредили. Ну, короче, понятно. Вот, ну пока как-то так. Давайте, друзья, на этом будем закругляться. Лайки, подписки. Вам спасибо за внимание. В следующем эпизоде продолжим исследование Роадира. И, да, во Хуле теперь появилась еще задачка.
Да, еще раз спасибо за ваше внимание. С вами был Сэр Холмс, Tamriel Rebuild, Morrowind. До встречи в следующих сериях.